Согласно психологии, действия и речь человека раскрывают подробности его личности и целей. Хотя это может вас удивить, это широко признано психологами. Криминальная психология поддерживает это мнение. Эта область популярна, потому что люди имеют естественную склонность реагировать определенным образом. Каждое действие, которое мы совершаем, имеет более глубокую связь с нашим подсознанием. Подсознание представляет нашу истинную сущность, и каким бы умелым актером ни был актер, изменить суть личности невозможно. На основании этого факта мы можем оценить, стоит ли вкладывать время в конкретного человека. К концу этого видео вы поймете, как расшифровать, что у женщины на сердце. Во-первых, важно признать, что я сейчас занят, поскольку удовлетворение профессиональных требований является важнейшим аспектом любых отношений. Понимая, что у нас, мужчин, есть обязанности, которые часто выходят за рамки рабочего времени, баланс между профессиональными и личными обязательствами является общей проблемой, с которой мы все сталкиваемся. Несмотря на повседневную суету, люди сознательно стараются выделить время для своей семьи. Такое поведение проистекает из понимания того, что семья важна и требует внимания даже в критических ситуациях. Однако, если ваш партнер постоянно недоступен, это тревожный сигнал для здоровых и преданных отношений. Подлинный интерес и усилия по установлению связей должны быть взаимными. Когда женщина по-настоящему заинтересована в мужчине, она найдет способ уделить ему время независимо от своего напряженного графика. Такое поведение может указывать на отсутствие расстановки приоритетов и обязательств в отношениях. Общение и качественное времяпровождение являются жизненно важными элементами для построения прочной связи. И если ваш партнер постоянно использует занятость как предлог для дистанцирования, важно решить проблему открыто и честно. Обсуждение ожиданий и важности совместного времяпрепровождения может помочь определить жизнеспособность отношений. Второй пункт всегда относится к ее партнерам. Важно понимать, что не все эмоции или повседневные события должны быть общими во всех отношениях. Некоторые преуспевают в открытом общении и готовности слушать. Однако, когда вы пытаетесь поделиться чем-то значимым со своим партнером, а она постоянно игнорирует ваши мысли и чувства, это вызывает тревогу. Такое поведение становится особенно очевидным, когда важное событие, например, повышение на работе, должно стать поводом для взаимного празднования, но она отвлекает внимание на постороннее дело, например, сплетни о знаменитостях, умаляя важность своих достижений. В здоровых отношениях оба партнера должны искренне интересоваться жизнью, мечтами и стремлениями друг друга. Однако, когда кто-то постоянно отвлекает разговор исключительно на свои интересы, это свидетельствует об отсутствии сочувствия и внимания к чувствам другого человека. Такой эгоцентричный подход является явным признаком эгоистичной личности. Если вы оказались в такой динамике со своим партнером, возможно, было бы разумно переоценить отношения, поскольку успешное партнерство строится на поддержке, взаимопонимании и совместном опыте. Если вы заметили у своего партнера образец эгоцентричного поведения, когда его достижения и стремления постоянно маргинализируются ее интересами, необходимо решить эту проблему. Отношения требуют активного участия обеих сторон в жизни друг друга, поощрения и празднования в моменты успеха. Если эта динамика отсутствует и ваш партнер постоянно ставит свои желания выше ваших, это может быть признаком того, что в отношениях нет прочной основы для долгосрочного счастья. В таких случаях, возможно, будет разумно подумать, действительно ли эти отношения стоят вашего времени и эмоциональных вложений. Если дисбаланс сохраняется, это может указывать на более глубокие проблемы, которые могут помешать росту и самореализации, которых вы заслуживаете в романтическом партнерстве. Что касается третьего пункта, мой бывший так делал. Поддержание здоровых и процветающих отношений предполагает сосредоточение внимания на настоящем и будущем, а не на прошлом. Считается неуместным постоянно вспоминать прошлые отношения, находясь в партнерстве. Если вы состоите в отношениях с девушкой, которая постоянно ссылается на вашего бывшего, это тревожный сигнал. Такое поведение проявляется во многих ситуациях,
даже в таких, казалось бы, обыденных делах, как приготовление еды. И если она упоминает своего бывшего без необходимости, например, комментируя, как он режал лук по-другому, это создает ненужное напряжение и может заставить вас чувствовать себя неуверенно в своей роли нынешнего партнера. Если это станет обычным явлением, очень важно осознать возможность стать новым парнем. Постоянное обращение к прошлым отношениям предполагает, что она, возможно, пытается справиться с нерешенными проблемами или эмоциональными проблемами или ищет утешения, сравнивая свои действия с действиями бывшего. И если вас используют просто как подушку, а не выбирают из искреннего желания, это может привести к пагубному дисбалансу в отношениях. И если вы заметили, что ваш партнер регулярно покидает вашего бывшего, это явный признак того, что немедленное прекращение отношений имеет решающее значение для защиты вашего эмоционального благополучия. Избегайте слишком глубокого эмоционального вовлечения в ситуацию, которая может не иметь прочной основы для здорового и полноценного партнерства. 4. Красный флаг – это вина, возложенная на вас. Эта закономерность, которую многие мужчины в отношениях часто упускают из виду, вращается вокруг отказа партнера извиняться или брать на себя ответственность за свои действия. В здоровых отношениях признание ошибок и искренние извинения являются важнейшими компонентами. Однако, если вы оказались в ситуации, когда от вас ждут прощения, когда вы совершаете ошибку, но когда ваш партнер совершает ошибку, это загадочным образом становится вашей виной. Это явный признак отсутствия искренних извинений. Кроме того, склонность перекладывать вину на себя может создать токсичную динамику. Успешные отношения зависят от взаимной ответственности, когда оба партнера ценят друг друга и готовы прощать ошибки. Если ваш партнер постоянно избегает признания своих ошибок и предпочитает винить вас, это говорит о недостаточной эмоциональной зрелости, что может нанести вред здоровью и долговечности отношений. Желательно осознавать такое поведение и задуматься, строятся ли отношения на основе взаимопонимания и уважения. 5. Красный флаг указывает на недостатки, не предлагая конструктивной обратной связи. В здоровых и процветающих отношениях партнеры должны поощрять личностный рост друг друга. Однако вызывает беспокойство, когда ваш партнер постоянно подчеркивает ваши недостатки, не давая конструктивных указаний. В поддерживающем партнерстве она должна активно поощрять вас совершенствоваться и обеспечивать, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и были любимыми. Очень важно, чтобы ваш партнер способствовал вашему эмоциональному благополучию, а не создавал атмосферу негатива и неуверенности. Поддерживающий партнер должен создавать позитивную атмосферу, в которой вы чувствуете воодушевление быть лучшей версией себя. Если ваш партнер постоянно унижает вас и не дает вам совершенствоваться, это серьезный тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Выход из таких отношений становится решающим для вашего эмоционального благополучия и личностного роста. Помните, что здоровые отношения должны позволять вам процветать, а не мешать вам и не заставлять вас чувствовать себя неполноценными. 6. пункт – не быть терапевтом своего партнера. Если она использует вас в качестве своей основной эмоциональной поддержки, важно признать, что вы не ее терапевт. Ваша роль не в том, чтобы лечить ваши психические проблемы или быть решением ваших проблем. Хотя вы хотите быть героем, вы не обязаны решать все за нее. Если она ведет себя так, будто ей нужен спаситель перед вами, важно понимать, что ей нужен специалист в области психического здоровья, а не партнер. Если вы решите взять на себя роль спасителя, отношения не будут здоровым партнерством. Такие отношения часто быстро становятся токсичными, и важно признать это, прежде чем вы начнете обижаться на нее. Иногда оставить ее ради ее же блага – лучший выбор. Не следует недооценивать тот факт, что ваш партнер изменил вам. Это одно из самых неприятных переживаний в отношениях. Реакция вашего партнера на эту ситуацию имеет решающее значение для определения будущего отношений. Если она попытается преуменьшить серьезность измены, это вызовет серьезные опасения. Верность и надежность имеют основополагающее значение для любых успешных романтических отношений.
Если она не желает признать глубину проблемы и работать над восстановлением доверия, разрыв отношений может оказаться необходимым, чтобы защитить ее эмоциональное благополучие. Важность числа 8 в отношениях выходит за рамки простого общения и чуткого понимания. Эти элементы имеют решающее значение для создания благоприятной среды и совместной здоровой жизни. Однако, когда ваш партнер преуменьшает ваши чувства комментариями типа «ты слишком чувствителен», это поднимает вопросы о его сочувствии и эмоциональном интеллекте. В уважительных и любящих отношениях к шуткам о неудачах или потерях следует относиться с чувствительностью и сочувствием. Если ваш партнер игнорирует ваши искренние проблемы и отказывается извиняться при столкновении, это тревожный знак. Поддерживающий партнер должен предлагать утешение и поддержку в трудные времена, а не унижать или оскорблять вас за честные ошибки. Если они будут настаивать на том, что вы должны переносить все в одиночку и проявлять непоколебимую душевную силу духа, это может нанести эмоциональный вред. Роль партнера должна заключаться в том, чтобы поднимать и мотивировать вас, а не снижать вашу самооценку. Если они сравнивают вас с другими в невыгодном свете, это создает токсичную динамику, которая подрывает вашу уверенность в себе. В здоровых отношениях оба партнера должны стремиться вдохновлять и мотивировать друг друга. Если ваш партнер постоянно использует бестактные комментарии и не понимает, как его слова влияют на ваше эмоциональное благополучие, крайне важно уделить приоритетное внимание своему психическому здоровью и рассмотреть возможность разрыва отношений, чтобы обеспечить среду, способствующую личностному росту и положительной самооценке. Помните, что поддерживающий партнер должен вдохновлять вас становиться лучше, а не расстраивать вас бесчувственными комментариями. В цифре 9 подчеркивается важность здорового общения и взаимного уважения в отношениях. Партнеры нормально согласовывают свои графики и обсуждают планы, сохраняя баланс между личным и общим временем. Однако, когда партнер начинает требовать послушания и контроля, это становится значимым предупредительным знаком. Консультироваться друг с другом по различным аспектам жизни разумно, но важно сохранять индивидуальную автономию и свободу. Если один из партнеров пытается диктовать вам каждый шаг или лишает вас личного пространства и независимости, это вредно для здоровья отношений. Заставлять их отказываться от хобби или лишать их возможности проводить время с друзьями – явное нарушение личных границ. Если ситуация доходит до ультиматумов вроде выбора между друзьями и партнером, пришло время переоценить отношения. Тактика удушающего контроля ограничивает возможность наслаждаться полноценной жизнью. Если вы чувствуете себя скованным и ограниченным, важно сохранить свою индивидуальность, свободу и счастье, рассмотрев возможность разрыва отношений. В последнем пункте выделяется доверие как основа здоровых отношений. Необоснованные обвинения в измене могут серьезно испортить связь между партнерами. Хотя небольшая ревность – это нормально, обвинения без конкретных доказательств вредны. Если партнер постоянно без причины обвиняет вас в измене, это указывает на более глубокую проблему доверия. Здоровые отношения строятся на доверии и эффективном общении. Крайне важно решить основные проблемы неуверенности и доверия. Если попытки решить эти проблемы не увенчались успехом, и отношения становятся эмоционально истощающими, важно подумать о переходе к отношениям, основанным на доверии и взаимном уважении. Это не подлежащие обсуждению аспекты, которые нельзя игнорировать. Выбор поддерживающего партнера, который воодушевляет и уважает вас, имеет важное значение для вашего счастья и эмоционального благополучия. Если вам понравилось сегодняшнее видео, не забудьте включить уведомления, поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр!